Я все время общаюсь с кем-нибудь с украинской стороны и мониторю настроение. Атошники приходят, а не атошники, фронтовики, да, сейчас уже не АТО, приходят и с даже фронта. Не ОС. Да, приходят с фронта, и нет работы. Там они фронтовые получали достаточно высокую, ну, конечно же, не такую, как в России, зарплату. Вот. Но работы нет. Они себя чувствуют героями. Кто ранен, кто не ранен, кто был там в боях, кто отсиделся в тылу, кто просто в окопе просидел. Да. Но все равно какая-то и проходит ротация, и работы нет. А когда нет работы, а есть высокие запросы, то это очень сильно накаляет ситуацию внутри страны. И они приходят обиженные. Вот мы воевали, а там вот в Киеве там зарабатывают на взятках, воруют, детей своих отправили за границу. Это все вызывает очень сильное политическое, очень сильное напряжение. Но, во-первых, уже нереально Зеленскому переизбраться. Очевидно, что его не выберут. Но вопрос не в политической смене власти. Вопрос в том, что как только даже не то, что окончится война, она только заморозится, вот это громадное количество вооруженных людей, они все вооруженные, у них у всех есть оружие. Сейчас оружия на Украине очень много. Они захотят забрать у тех жирных котов, которые сидят в Киеве, забрать деньги, полномочия, возможности, власть. И это будет по всей Украине. И это будет массовое, такое с этим ничего не сделаешь, поскольку это будет, бороться с этим будет невозможно, поскольку те, кто должны будут защищать власть, они тоже так будут разделять точку зрения тех, которые пришли с фронта. И заступаться никто не будет. Единственное, что сейчас спасает Зеленского, это ситуация на фронте. То есть идет война, и как только даже не прекратится война, а просто чуть-чуть спадет накал, эти центробежные процессы внутри Украины. Я 8 лет слушал, когда на федеральных каналах говорили, вот Украина замерзнет, вот в Украине вынесут власть, вот там будет новый Майдан. И каждый раз меня набирали, я говорил, ничего подобного. В Украине все стабильно, все хорошо. Но впервые я говорю, и причем конкретно у вас на этом эфире, говорю о том, что ситуация внутри Украины, она становится все более взрывоопасной. И это одна из причин для команды Зеленского делать все, чтобы военный конфликт не прекращался. Громадное количество вооруженных, обиженных, злых, жаждущих власти и денег людей вернется из фронта, и они будут эту власть пытаться получать теми способами, которым они привыкли на фронте. Удержать это громадное количество людей невозможно. Что будет на Украине, когда эта волна захлестнет страну, мне даже страшно подумать. Наверное, будут какие-то атаманы. Возможно, в игру включатся олигархи, будут создавать свои подразделения. Но может начаться война всех против всех. И я не сгущаю краски. В общем, как в последнем сезоне «Слуги народа», где Украина была разделена на огромное количество маленьких регионов со своей собственной властью. Вполне возможно. Спасибо вам, Олег Анатольевич. Я напомню, что в эфире Украина.ру был депутат Верховной Рады Украины 4 созывов Олег Царев. Не забудьте подписаться на его телеграм-канал. Это можно сделать по ссылке у нас в описании.